Такой вот комплект осей с тягами. Еще при разборке одно соединение мне не понравилось, очень большой люфт в нем был. Но сейчас промерил, они все 4, в принципе, такие не очень. Вот это вот более-менее. Здесь, по-моему, 0,2 люфт. Там хуже, хуже, хуже. А то, которое мне не понравилось, здесь промерил, короче, 2 миллиметра здесь люфт. Это точно надо восстановить. Остальные не знаю, скорее всего, тоже. Что здесь 2 миллиметра. Здесь чуть меньше миллиметра. Ну так, она тоже болтается. Вот. Здесь 0,2. Еще бы, если бы не все остальные, если бы мне вот этих не было, еще бы это можно было потерпеть. Здесь, по-моему, полмиллиметра. Или наоборот. Ну, короче, лифтить сейчас будем думать. Вот эту точно буду восстанавливать. Проточу вал на эллипс. Он идет. Там нормально полмиллиметра где-то эллипса. И саму тягу наваривать, протачивать. А остальные 3 посадки на валах нормальные, ну там в пределах, по-моему, 5 соток, что ли, я смотрел, они не сильно износились. Это просто ржавая очень сильно была. Зигайка была современная и ржавая. Ну вот. А посадки в тягах, все посадки плохие. Так вот получилось. Поверхность неплохая. Как оказалось, вот эти части не каленые. Вот это каленая, это вообще не каленая. Она мягкая, поэтому ее и расплющило со временем. Думал, что вот эта сторона сильнее изношена, чем вот эта. Я как-то измерял, мне показалось, что вот здесь сильнее. Но с этой стороны есть вот такая вот одна точечка. В принципе, она здесь уже незначительная, и она почти вся вышла, просто цвет такой. Ну вот здесь разжало вот эти уши в стороны. То, что здесь идет пластина фиксирующая от проворота. Ее разжало вот эти уши очень сильно. Они здесь где-то на десятки 3 были. И за счет этого казалось, что она плотнее влазила. Она по-настоящему просто здесь застревала. А так изношена вся часть была, вот это даже сильнее. В общем, чтобы не путаться, обе на 0,3 занизил. Ну вот, 0,3 на диаметр здесь сильно не сыграют. Ну вот, и буду сейчас наваривать и протачивать. Одна сторона будет 60 минус 0,3, а другую в размер сделаю в 60. Потому что вот этот палец, он целый, нормальный. У него с обоих сторон все в порядке. Теперь по тяге. Закрепил вот на столе. План какой, что я выставлюсь, отверстие относительно шпинделя. В УЦИ 0 забью, вниз стол отгоню, все защитю и это обварю, потом расточу. Растачивать буду вот такой советской головкой расточной. Она, конечно, маловата для этого отверстия, но чуть-чуть. Иначе, если не ней, у меня вот есть только вот такая вот самодельная палка. Но она на таком вылете дребезжать будет так же, как этот. Выставился вот на такие вот стульчики. Они одинаковые у меня есть. Причем интересно, когда на стол положил без затяжки, ну вот она вот так вот дугой, так вот жестко дугой, причем как-то на миллиметра 2, наверное.
годы ее, конечно, не жалели. Ну, вот сейчас план, обварю это все, закрою все, обварю и головкой расточу. Все зачищено, покрашено, подготовлено. Здесь тоже вот заранее все втулки поменял. Все очищено, гаечки лежат готовые. Гидроцилиндр перебран, поставлен на место. Можно собирать. Ну, вот все готово, собрано. Все хорошо встало на место. С этой стороны гидроцилиндр тоже встал на место. Все в порядке.